Всем привет, дорогие друзья! С вами Злотин Глеон. И вы на канале про будни гастарбайтеров в Южной Корее. Добро пожаловать! Сегодня мы будем жарить мясо. Это мясо с ребер. Свининка с ребер. Так, что пробуем? По-корейски, да? Лист салата, мяско, чесночок, кимчи, лучок. Все это заворачиваем. И за один раз хорошо. Вот эта штука, вот такая, это корень цветка, корень лотоса, короче. Он вот такой, он такой большой, но когда его разрежаешь вот так поперек, он получается вот такой, короче, дырявый. Кстати, очень полезная штука. Неплохое заведение. Опять мы жрем. Я вам хотел рассказать. Сейчас же начались Олимпийские игры зимние. В Италии. Вот буквально на днях открытие было. Так, нарезки. Нарезки я смотрю не в прямом эфире, потому что раньше было интересно смотреть, когда моя страна участвовала, да, когда Россия участвовала, было интересно именно болеть, вот это, вот. Потом начались вот эти всякие политические вот эти терки, да, и не за кого стало болеть. Так что смотрим только в записи какие-то интересные моменты. Я хотел рассказать про то, как я побывал на зимних Олимпийских играх 2018 года в Корее. Это были тяжелые времена. Прям очень тяжелые. Мы только недавно приехали вообще в Корею. Еще не знали никого, еще ни связи не было, ни работы там постоянной нормальной. Жили в городе Тэджон. Там работали, короче, на почте. А почта, если вы не знаете, что такое почта корейская, это либо ты загружаешь всю ночь, там коробки всякие, там тяжести, да, посылки эти. Либо ты загружаешь, либо ты разгружаешь. Короче, грузчик. И в основном в очень быстром режиме. В режиме пали-пали называется по-корейски. Режим пали-пали. Была зима, и работы было очень мало. То есть мы работали там, не знаю, может быть, день в неделю, может быть, 2 дня в неделю. Короче, сидели прям чуть ли не голодом сидели на самом деле. Я вспоминаю вот эти времена.
И вот буквально остается там что-то дня 2, по-моему, до закрытия уже Олимпийских игр зимних в Пхьончхане. И мне приходит в голову, как всегда, блестящая идея. Я говорю, пацаны, я говорю, вот смотрите, вот сейчас вот такой шанс, говорю, в жизни, вот может быть один раз, блядь, дается. Когда вы еще побываете на Олимпийских играх? Ну когда просто? Когда? Может быть, блядь, возможно, скорее всего, вообще никогда. А сейчас нам просто взять, сесть на автобус, доехать до нужного города и почувствовать вот эту атмосферу олимпийскую. Ну, сперва пацаны так посмотрели на меня. Типа, работы нету, денег нет, ну реально. У нас на 4 на тот момент, по-моему, было долларов 200 или 300, что ли. Это вообще на все. На жизнь, там, на квартиру, на все. И неизвестно, как бы, когда они, ну, когда деньги, в смысле, еще появятся. Времена вот такие были прям голодные, говорю, голодные времена были. Реально. Но по итогу я всех убедил. Я говорю, поехали. У меня есть какая-то вот особенность убеждать. И мы поехали. Там, получается, ну, не только в Пхьончхане проходили Олимпийские игры, получается. Это вот на правом берегу Южной Кореи, там около Японского моря. Еще проходили как раз закрытие, и там финал проходил в городе Каннын. В общем, мы, значит, тратим, какую-то часть денег на билеты, на автобус, едем туда. Едем туда, в Каннын. И получается, приезжаем к вечеру. Находим, там у каждой страны был свой дом фанатов. Мы находим, конечно, наш русский дом фанатов. Он закрыт был. Время, может, часов 5 вечера, 6 вечера. Мы видим каких-то славянских взрослых дяденек на хороших машинах, кстати. Подходим к ним. Ну, типа, здравствуйте. Это мужики из Москвы, которые просто прилетели посмотреть, поболеть на Олимпийские игры. Ну, там с бабками у них все нормально было. Они нам говорят, пацаны, а вы что, типа, первый раз здесь? Мы, типа, ну да. Они говорят, ну, сейчас, говорит, сейчас подождите, говорит, что-то погуляйте, потусуйтесь где-то. У нас, говорит, типа, дом фанатов открывается, что-то, я могу соврать, примерно, там, допустим, в 7 вечера. Сегодня Анита Цой приедет, говорит, выступать будет. И там, говорит, типа, ватрушки, там, пряники, все бесплатно, типа, там, самовары, чай, все, говорит, пожрете. Ну, видно, что мы, как говорится, голодранцы. Типа, пожрете, там, все, говорит, ништяк. И мы такие на них смотрим, типа, ошалевшие. Что, серьезно? Ну, все, говорит, идите, что, там, часок погуляйте, потом приходите. Ну, ладно. И мы что-то потусовались буквально там вот часок. Приходим. Народу тьма. Слушай, или вообще это прям был день закрытия. Не, по-моему, два вечера мы там были. Народу тьма, Я помню, все приезжает народ. Там известные личности, там всякие олимпийские чемпионы, в смысле бывшие олимпийские чемпионы, там по разным дисциплинам были. Я встретил, помню, сразу на это, я болел всегда за если футбол, российский клуб, у меня любимый мой клуб ЦСКА Москва. И, и тут я вижу перед собой Слуцкого.
Я ошалел прям. Я такой раз подхожу к нему, я говорю: Леонид Викторович, здравствуйте. А можно сфотографироваться? Ну, это единственное, что я... Он говорит: ну, давай. И мы с ним сфотались, конечно. Мы с ним, конечно, сфотались. Потом внутрь зашли, значит, там, говорю, там толпа народу, все красиво, все там украшено, все в этом, ну, все в триколоре, как говорится. Действительно, там ватрушки, пряники всякие, там пироги. Все это было бесплатно. Кушай, как говорится, кушай сколько хочешь. Мы голодные. Мы там поели, конечно. Приехала Анита Цой. Начала петь. Мы послушали концерт. А наши ребята должны, у них хоккеисты, у них финал должен быть вот на следующий день, короче, как мы приехали. И финал был с немцами. Я, если честно, ну, хоккей, как бы, это, ну, не болельщик я. Я так примерно, как бы, знаю там каких-то, кого я там знал. Ну, я знал там Овечкина, наверное. Овечкина, ну, все знают. Овечкина не было, потому что он НХЛ. Малкина тоже не было, потому что он тоже НХЛ. Ну, знал я, допустим, там Ковальчука. Может быть, Дацука еще. Вот. То есть у меня познания мои были очень скудные на тот момент. А среди нас был пацан Витек. Вот он был конкретный фанат. Он прям их всех там знал, чуть ли не статистику каждого. В общем, на следующий день, получается, мы думаем, надо прорваться на финал, на стадион. Поехали туда. А денег-то нету, чтобы прорываться. Там были, я помню, какие-то эти, то ли словаки, то ли словенцы, перекупы, барыги, которые торговали билетами, ну, непосредственно уже перед стадионом. Билетов уже не было, конечно, финал. И, короче, билет на тот момент стоил вот у этого перекупа 300 баксов. А у нас, слушай, при всем раскладе, у всех вместе, по-моему, на тот момент было, может быть, 300 баксов, я говорю. Поэтому мы, конечно, смирились. Кстати, до последнего мы еще, я помню, до последнего пробовали прорваться. Ну, вдруг там какая-то лазейка появится, да, вот русский авось. Вдруг какая-то лазейка появится, и мы сможем там что-то куда-то проскочить. На халяву, в смысле. Но такого не было. Нет, там четко, как говорится, это охрана, там все запечатано, заштамповано, в общем никак. Но зато буквально там в метрах каких-то там 20 или 30 метров от стадиона был такой большой, короче, какой-то Samsung центр. И там огромнейший экран был. Ну, как, знаете, как кинотеатр. Только он такой, ну, дневной. И мы, в общем, мы туда забурились и там смотрели финал. Ну, что-то матч был напряженный. Немцы неожиданно показали себя прямо очень хорошо. По-моему, даже было дополнительное время, насколько я помню. Наши, короче, выиграли. И вот эти молодые все пацаны, там был, кто там, там вот Кирилл Капризов, Гусев был,
вратарь, вот этот Шестеркин, по-моему, вратарь. Вот они оттуда, конечно, все, ну, уже получили потом контракты, потом в этот, ну, хорошие контракты, в смысле, там, в НХЛ, Капризов, по-моему, в НХЛ уехал, Шестеркин, по-моему, тоже в НХЛ уехал. Слушайте дальше. Что было дальше? Значит, вот атмосфера, слушайте, атмосфера настолько была дружелюбная. Все страны, народы, все улыбаются, друг с другом там, как говорится, ну, ходят, здороваются. Все на позитиве. Неважно, там, твоя команда что-то проиграла или нет. Общая атмосфера просто вот как в сказке, серьезно. Мы встречали множество людей, ну, болельщиков, в смысле, там, с Голландии. Пошли что-то к ним там в их дом, где там потанцевали. Потом пошли, слушай, забурились к чехам. К чехам забурились в дом фанатов. Там у них там пиво, помню, бесплатное. Там напились пива. Потом что-то разговорились с каким-то канадцем. Ну, на английском, конечно. С каким-то канадцем познакомились. Пошли туда к ним, короче, в дом Канады. Вот настолько атмосфера меня потрясла. Настолько это было все вот... Ну, это, я говорю, это одни из самых моих счастливых таких воспоминаний корейских. Дальше. Что происходит дальше? А мы, получается, где мы ночевали? Мы ночевали, конечно же, в сауне. В корейском Чимчильбане. То есть, вот если вы в Корее где-то не знаете, где, как говорится, вам переночевать, то там за 8 или там за $10 вы можете переночевать в корейской сауне. Без проблем. Это очень такая, очень доступная штука. Мы ночевали в этой сауне. А получается, вот вторая ночь уже закрытие, когда было. Наши пацаны, получается, выиграли, вот, ну, хоккеисты. Мы прошлись по всем там, по всяким странным домам. И вот у меня как будто была какая-то чуйка. Я говорю, а пойдем в наш зайдем. А уже ночь. Ну, полночь где-то была. Я говорю, пойдем к нашим зайдем. И мы уже, кстати, не полным составом, по-моему, с кем-то вдвоем. Потому что у нас было 4 всего. 2 пацанов уже пошли вроде, ну, типа спать в сауну. А мы что-то решили еще прогуляться. Я кого-то с собой, ну, подтянул. Я говорю, пойдем зайдем. И как словом, так и делом. Наши там хоккеисты отмечали свою победу. И я там всех пацанов, практически, я их там всех словил. И со всеми с ними сфотался. И это было настолько тоже грандиозно, настолько эмоционально. Мне даже дали медаль золотую, даже дали вот так подержать в руках. Я, слушай, фотки вам покажу. Найду фотки, выложу сюда в видео. Это было настолько потрясающе. Но один, который вот этот самый фанат у нас был-то, Витек, который всех там знал, чуть ли не статистику. Вот как раз его-то не было. И он потом, я помню, очень обиделся. Ну как, опять же, обиделся на кого? Обиделся на себя. Потому что никто не ожидал, что там окажутся наши хоккеисты, и что ну вот так получится с ними там сфотаться и поговорить. Потому что уже реально поздно было. Ну, впечатления были, я говорю, настолько крутые. И до сих пор я вспоминаю и горжусь тем, что
попал на такое событие, как Зимние Олимпийские игры.